Поймала солнечный момент и успела отснять цветущую весну на Анталийском побережье. И это видеообзор в новом формате на мое новое вязаное творение, которое я связала для себя. Да-да, именно для себя. Хотя и как образец я все же выставлю это изделие и на продажу. Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. Пока я готовлю нам с сыном субботний турецкий завтрак в нашем скромном, но уютном гнездышке, хочу рассказать, почему обзор теперь в таком формате. И немного поделиться тем, как иногда не просто складывается мой творческий процесс. Это будет такой более живой, личный формат с кусочками жизни, мыслями и тем, что остается за кадром. Просто захотелось разнообразия. Когда-то я уже пробовала добавлять влоги на этот канал, потом даже создавала отдельный, но в какой-то момент закрыла почти все, и во многом из-за своего перфекционизма. Мне всегда хочется все сделать идеально, но реальность, как правило, вносит свои коррективы. Иногда даже такие простые вещи, как свет, могут все изменить. Солнце спряталось, и уже не тот кадр, не та атмосфера. И вот вчера был как раз такой день. С самого утра все складывалось не так, как планировалось. Звонки из школы. Нужно было срочно забрать сына, так как в школе оказался короткий день. Потом различные дела, заботы. Когда я наконец подготовилась к съемке, солнце ушло за облака. Да, у меня есть кольцевая лампа, но ее света мне все равно не хватает для той картинки, которую я хочу. И в какой-то момент я просто почувствовала: все, вдохновение ушло. Я свернула съемку и села с чашкой кофе. И представляете, именно в этот момент выглянуло солнце. Оно светило еще почти час, красиво заполняя комнату светом. Но возвращаться к съемке уже не хотелось, уж точно не в тот день. Я просто сидела, смотрела на эти лучи и думала: ну почему все так? И знаете, у меня довольно часто бывает ощущение, что стоит только настроиться на любимое дело, у меня это на съемку или вязание, как будто что-то обязательно идет не так. Это так выматывает, и иногда появляются мысли все бросить. Но в то же время я понимаю, я ведь действительно люблю это. Люблю вязать, снимать, монтировать. И в какой-то момент пришло простое понимание. Возможно, мне просто нужно стать чуть мягче к себе и отпустить желание идеала. Что ж, буду этому учиться, видимо, мне это действительно необходимо. Я и мой сын очень любим турецкие завтраки. На экране наш довольно минималистичный вариант. А вот когда у моего супруга выходной, мы накрываем уже большой турецкий завтрак с разнообразием блюд и множеством маленькой посуды. В этом и есть его особая атмосфера. Сегодня я разогрела на тостере пиде, традиционную турецкую лепешку. Особенно часто ее можно встретить во время Рамадана, а в остальное время только в некоторых пекарнях. Есть и другой вариант пиде с мясной или сырной начинкой. Ее еще называют турецкой пиццей. На экране вы как раз видите ее. На прошлой неделе мы пробовали такую в моем любимом кафе кондитерской в Кемере. Это было невероятно вкусно. Шейла, кстати, тоже предпочитает завтракать вместе с нами. А сейчас мой любимый момент. Я макаю кусочек пиде сначала в оливковое масло, а затем в заатар. Это ароматная арабская смесь специй. Особенно мне нравится та, где чувствуется легкая лимонная нотка. И, конечно, еще одно идеальное сочетание – каймак и мед. Густые сливки с медом. Это просто наслаждение. Я люблю турецкие завтраки за их разнообразие, когда можно попробовать всего понемногу и при этом почувствовать настоящее насыщение и уют.
После завтрака я навожу порядок на кухне, а Шейла приводит в порядок себя. Очень приятно. Не так давно у меня был такой период, когда я совсем не вязала. Около 7 месяцев я почти не брала в руки крючок. Попытки, конечно, я делала, брала крючок, пряжу, но все это откладывала потом в сторону, совсем не хотелось вязать. Почему так произошло, я коротко рассказывала в предыдущем видео, ссылка будет в описании под этим видео. Но однажды, листая Инстаграм, я наткнулась на видео вязаного котика подставки для ноутбука. И меня зацепила его простота и вытянутая форма. В этот момент у меня как будто что-то откликнулось внутри. Я подумала, а что если сделать не подставку, а подушку? Такую, чтобы и уютная была, и удобная. Я давно хотела связать что-то для дома. Когда-то я вязала маленькую подушку с сердечками. Она милая, но сейчас мне уже не нравятся ее цвета. Со временем мои вкусы изменились. Мне стали ближе более спокойные, природные оттенки. Бежевый, молочный, белый, оливковый, пудровый, коричневый и немного золотого. И я постепенно переношу их во все. В одежду, интерьер, детали дома. Поэтому и подушку хотелось именно в этих цветах. Но не просто декоративную, а такую, которую можно использовать, чтобы было и красиво, и удобно. И именно это видео вдохновило меня не только на создание подушки, оно вернуло мне желание вязать. Я начала сразу же, даже не поехала за новой пряжей, решила использовать те остатки, которые уже были дома. И честно, в процессе вязания долго сомневалась, получится ли вообще что-то красивое. На одном этапе мне даже казалось, что выходит совсем не то. Но я решила довязать до конца. Общий вес деталей получился 324 грамма. В лапках и хвостике есть немного наполнителя. Вязала я своим привычным способом: крестик, крючком номер 5 и достаточно плотно. По-моему, в двух последних на данный момент моих видео мастер-классах я вязала способом галочка. Он легче, но поняла, что такой способ требует крючка меньшего размера. А мне все-таки комфортнее работать именно с пятеркой. И как-то даже не задумываясь, снова вернулась к своему привычному способу. И вот результат. Получилась вот такая кота-подушка. Длина 53 см, ширина 17 см. На нее ушло 324 грамма пряжи и примерно 190 грамм холофайбера. Уголочки я немного подтянула изнутри, форма стала мягче и аккуратнее, и знаете, я действительно довольна. Цвета именно те, которые я хотела. Она получилась простой, уютной и при этом очень удобной. Сначала я делала ей мордочку, но в итоге убрала. Для меня так выглядит более спокойно и минималистично. Такой вариант больше подходит нашему дому. А как вам такая подушка? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях и напишите, нравится ли вам такой формат видео с влогом и живыми моментами. А я тем временем уже вдохновилась на 2 новых изделия. Вот эти элементы для будущей наволочки хочу попробовать новый для себя узор. А вот эти украшения для второго изделия, и я его пока оставлю в секрете, пусть будет немного интриги. Спасибо вам большое за просмотр данного ролика и за то, что вы со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки, если видео вам понравилось. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем пока-пока!